Всем привет, с вами Оля, вы у меня на кухне, и в этом видео поделюсь с вами несколькими вкусными, полезными рецептами десертов. Но перед тем, как мы начнем, напоминаю подписаться на мой канал, если вы до сих пор еще этого не сделали, и обязательно нажимайте на колокольчик, щоб не пропустити нові відео. А також нагадую, що в мене є другий канал, де усі мої відео виходять українською, тому якщо ви з України, обов'язково підписуйтесь. Возьмем 300 грамм малины, можно взять замороженную, либо же свежую, как у меня. Отправляем ее в кастрюльку, добавляем 50 мл воды и ставим на небольшой огонь, помешивая, доводим ее до кипения, бурления, при этом немножко ее разминаем, чтобы такая масса была как варенье у нас. После чего добавляем сюда 30 грамм семян чиа, хорошенько перемешиваем, варим еще пару минут. По желанию сейчас можно добавить сюда подсластитель, если малина у вас недостаточно сладкая, но если сладкая, то, конечно же, можно не добавлять. Теперь эту массу будем раскладывать по силиконовым формочкам. Можно взять форму для конфет, для льда. У меня вот такие вот шайбочки. На одну шайбочку у меня ушло 20 грамм нашей массы. Ставим в морозилку на пару часов, чтобы они у нас полностью застыли. Теперь возьмем шоколад. У меня черный шоколад с содержанием какао 80%. Добавляю к плитке шоколада 1 столовую ложку кокосового масла и ставлю в микроволновку, чтобы его растопить. Получилась вот такая однородная глазурь. Теперь в глазури будем обваливать наши малиновые шайбочки со всех сторон. Делаем это довольно быстро, так как они у нас холодные, шоколад будет сразу схватываться. Выкладываем на пергамент и потом ставим их в холодильник еще на час, чтобы наша заледеневшая начинка растопилась. И вот, наконец-то, у нас готовы супер вкусные конфеты по вкусу, как мармелад в шоколаде. Так что обязательно готовьте и пробуйте. Далее приготовим десерт из яблок. У меня 5 яблок среднего размера. Необходимо почистить их от шкурки и удалить сердцевину. В общем, нам нужно получить только мякоть в размере 450 грамм. Отдельно возьму 300 грамм яблочной мякоти и буду измельчать ее с помощью комбайна. Можно также использовать для этого погружной блендер, с ним масса получается более однородной. Нам нужно, чтобы у нас было максимально однородное пюре. Вот такое вот. Далее возьмем 3 яйца, к ним добавляем 300 грамм греческого йогурта, либо же сметаны небольшой жирности, 50 грамм кукурузного крахмала и подсластитель по вкусу. Хорошенько перемешиваем, чтобы масса была без комочков. 150 грамм мякоти, которая у нас осталась, просто нарезаем небольшими кусочками. Теперь все перемешиваем, добавляем яблочное пюре и затем вводим яблочки, нарезанные кусочками. К этому времени у нас уже должна разогреваться духовка до 180 градусов. Форму я слегка смазала сливочным маслом, чтобы к ней ничего не прилипло, и поставила нашу запеканку выпекаться минут на 50. Потом оставила ее остывать в духовке и потом еще поставила в холодильник на ночь, чтобы она хорошо стабилизировалась и стала более плотной. Так как если вы начнете нарезать ее и есть сразу, есть большая вероятность того, что она просто развалится. А вот спустя ночь в холодильнике у нас получается очень вкусный, нежный яблочно-творожный десерт. Напоминаю, что вы всегда можете приобрести готовые рационы для похудения на моем сайте olyapins.com. Если у вас не хватает времени, либо же желания самостоятельно составлять для себя рацион, считать калории, белки, жиры и углеводы, я уже сделала это для вас, и вы можете просто выбрать одно из моих меню, которые есть на сайте. Есть более упрощенные варианты, где на готовку блюд не понадобится много времени, или наоборот те, где много вкусных разнообразных рецептов. Кому интересно, ссылочку оставляю для вас в описании под видео. Далее приготовим ореховое печенье. Здесь у меня 150 грамм миндаля, его я отправляю в чашу измельчителя, чтобы сделать из него крошку. Можно использовать любые другие орехи, либо же даже смесь разных видов орехов. Далее возьмем 2 куриных белка, отделяем их от желтков, и желтки нам не понадобятся в этом рецепте. Далее белки необходимо взбить до стойкой пены. Далее добавляем сюда нашу ореховую крошку. Также я добавила смесь семечек. Как их готовила, я уже показывала у себя в инстаграме.
Перемешиваем. Можно также добавить еще что-нибудь в начинку. Например, я добавила сушеную клюкву, примерно 40 грамм. Хорошенько перемешиваем, и в результате у нас получается вот такая масса. Из нее формируем печеньки. Для этого руки смачивайте водой, тогда масса не будет липнуть к рукам, и вы слепите ваши аккуратные печенюшки. Ставим их в духовку, разогретую до 180 градусов на 20 минут. Печеньки отлично сочетаются с кофе, но будьте внимательны, они довольно калорийны, поэтому следите за их количеством. Но все равно я считаю, что это лучше, чем съесть магазинный какой-то батончик, потому что с таких печенек вы получите больше пользы. Но напоминаю, что даже полезные продукты могут провоцировать лишний вес, если есть их сверх меры. Но мы идем дальше. Возьмем одно яйцо, 20 грамм какао, подсластитель по вкусу у меня 1 столовая ложка эритрита, 50 грамм греческого йогурта, 1 столовую ложку цельнозерновой муки и пол чайной ложки разрыхлителя. Хорошенько перемешиваем нашу массу, чтобы она была без комочков. Ну а теперь отправляем ее в форму для выпекания. Это может быть силиконовая, стеклянная, либо же керамическая форма. Главное, не наполняйте ее до краев, оставьте сверху чуть места. Ставим в микроволновку на 2 минуты. И вот так быстро у нас готов очень вкусный шоколадный десерт. Можно слегка украсить его растопленным шоколадом, посыпаем сверху ягодами, например, и просто немножко еще давайте подождем, пока он остынет, потому что сразу из микроволновки он очень горячий. Десерт получается очень нежный, мягкий, шоколадный и вкусный. Поэтому всем, кто любит сладенькое, советую попробовать его приготовить. Уверена, что вам понравится. Но мы идем дальше. Для следующего рецепта нам понадобятся финики. Я специально взяла такие, которые не в сиропе, а просто сушеные. Удаляем из них косточку и прижимаем к пергаменту. Нам необходимо сделать вот такую вот основу из фиников. Я использовала 6 штучек. Далее возьмем черный шоколад 40 грамм, отправляю его в кондитерский мешок, заливаю кипятком и оставляю на несколько минут. Самый простой и быстрый способ растопить шоколад. Покрываем финики шоколадом и теперь сразу же, пока он еще не застыл, посыпаем измельченными орешками. Можно добавить сухофрукты, кокосовую стружку и так далее по вашему вкусу. Можно добавить даже свежие ягоды. Я добавила еще немножко кунжута и теперь это все ставим в холодильник минут на 15. Нам необходимо, чтобы шоколад застыл и нам удобно можно было бы есть наш десерт. Вот такая красота у нас получается, но, конечно же, эта порция не на одного человека, а где-то 3, может даже 4 небольшие порции, потому что десерт довольно калорийный. Но все равно я считаю, что это лучше магазинных сладостей, потому что мы его, во-первых, сами приготовили, у него более натуральный состав. Это отличный способ, например, приучить своих детей проявлять интерес не только к магазинным продуктам, а еще и более натуральным, приготовленных своими руками. На сегодня это все. Надеюсь, что это видео вам понравилось, было для вас интересным и полезным. Если это так, буду рада увидеть ваши лайки внизу под этим видео, а также напоминаю подписаться на канал, если вы до сих пор еще этого не сделали. Ну а с вами была Оля, увидимся с вами в следующих роликах.